После импорта объектов при нажатии на кнопку "Далее" осуществляется переход на этап предварительной обработки сканов. При этом автоматически срабатывает функция "Обрезать границу скана". Она несколько улучшается по периметру, но тем не менее есть несколько возможностей скорректировать границу еще. Первая, самая простая — это вот мы обводим участок скана, сегментируем его, выделяем, нажимаем на клавиатуре Delete. Это первое. Второе — резать сетку по кривой. Для этого мы можем вот по периметру начинать ставить точки, э, очерчивая такую границу, которую мы хотим обрезать. При расстановке точек мы видим, что скан автоматически поворачивается, облегчая прохождение, ну, постановку точек, да, делая это более удобным. Иногда это может мешать, это зависит от определенной формы скана, и тогда нужно нажать сочетание клавиш на клавиатуре Ctrl-Shift, которые останавливают вот этот автоматический разворот. Вот видите, бывают такие загибы. Если мы отменим точку и поставим с меньшим шагом, то этого загиба нет. Подходим до старта кривой, нажимаем кнопку "Ввод", кривая замыкается и скан обрезается. Оцениваю его, вот видим, тут из-за загиба такого образовалась еще кривая. Выходим, подтверждаем выход, и вот этот участок мы можем а, вот также обвести, сегментировать и удалить. Следующая кнопка — это формирование цоколя. Кто-то из пользователей предпочитает оставлять не открытым вот такой вот скан, да, а закрывать его аккуратно цоколем. Но в этом случае нажимается эта кнопка. Тут есть несколько разных вариантов построения цоколя. Первый — это вот по такой многоугольник. Мы можем вот этот многоугольник вот поднимать, укорачивать его дно и так далее. Если вот эта часть мешает, то надо выйти из функции, срезать ее. И таким образом, да, мы поправляем, ориентируем модель так, чтобы она стояла у нас ровненько по отношению к этому многоугольнику. И нажатием кнопки "Создать" мы это создаем. Есть варианты по форме скана, и есть вариант еще экструзии, которые вот обеспечивают такое построение. Нажмем "Создать" и дождемся результата. А, Спроектировался цоколь. Выходим из функции. Снова переходим автоматически на этап предварительной обработки сканов. Осталось рассмотреть несколько функций. Ну, давайте, поскольку в этом цоколе нет дыр, функцию заполнения дыр рассмотрим на другом примере. А вот устранение дефектов мы можем оценить и здесь. Ну, вот, допустим, вот, ну, для примера, вот, допустим, дефект, он может быть разной выраженности. Мы просто обводим его, нажимаем "Устранить дефект", и все в этом месте устраняется. Или вот здесь на шейке мы убираем его таким образом. Достаточно быстро все работает. Добавить, удалить материал — это в случае лабораторных сканов. Нам иногда может требоваться такое легкое контурирование шеек, чтобы сделать шейку более выраженной. Вот инструментом величины и радиус мы можем регулировать эту величину и таким образом контурировать шейку. А, Выходим из этой функции. Оптимизировать контакты и заполнение дыр рассмотрим на нижнем скане. При нажатии на кнопку "Далее" происходит очистка сетки, ее обработка для уверенной последующей работы с этой сеткой, выделения зубов и так далее.
Итак, вот, опять же, автоматически корректируется граница этого скана. Мы для облегчения работы и ускорения работы вот таким простым способом можем лишь. В данном случае мы не будем уже строить цоколь, а лишь ну, просто вот таким образом скорректируем его границы. Уменьшение размеров сетки ускоряет последующую работу. Ctrl и так очерчивание убирает это все, выделение. Ну вот еще раз довыделим нужные участки. И таким образом сетка готова. Ну, как мы смоделируем заполнение дыр? Ну, например, вот мы искусственно сейчас сделаем вот такой дефект. Иногда бывают края разорванные на скане, иногда бывают где-то дырки. Но обычно при сканировании могут быть в области шеек зубов, межзубных промежутков. Но я вот сделаю здесь дефект для наглядности, как будто бы это дырка. Так вот, вот эти вот дырки, о которых я говорил, обычно автоматически закрываются самой программой сканера, но иногда некоторые сканеры не справляются с этой задачей, поэтому вот заполнение дыр выглядит следующим. Есть режим заполнения целиком дырки, и в этом случае, видите, дырка уже обозначилась, ее выделение красным. Мы в режиме тут плоское, кривое, большие дыры, обычно это кривое, такая опция кривые дыры. Нажимаем «Применить», и дырочка закрылась. В случае, если у нас вот есть такие дефекты полукруглые или ну, вот от сканирования, это вот часто на внутриротовых сканах такое бывает, мы должны поставить точку на одной границе дефекта, на второй, отметить границу самого дефекта и нажать кнопку «Применить». И есть еще такой режим, как построение тоннелей, мостов. Ну, для того, чтобы мы, например, могли большую дырку превратить в маленькую или там вот разные бывают варианты использования. Покажу сейчас как. Мы ставим одну точку, вторую и границу между ними с одной стороны, одну точку. а, а, Так, еще раз. Одну точку, вторую, границу между ними. Так, почему-то переключается у меня. Я не переключил на мост, извините. Вот. Поэтому так сработало. Границу между ними, вот появляются два кусочка, нажимаем «Применить», и появляется вот такой мост. А потом эту дырку мы уже заливаем в режиме закрытия дыр. Вот это функции по закрытию дыр. И последняя в ряду функций предварительной обработки — это оптимизация контактов. На самом деле этой функцией можно не пользоваться, потому что эта оптимизация срабатывает в автоматическом режиме после выделения зубов. Но вот мы можем увидеть окклюзионные контакты, и красные участки указывают нам на то, что здесь есть гиперконтакты, то есть сканы проникают друг в друга. И если мы, ну вот здесь по умолчанию стоит после выделения зубов, когда, как я сказал, это делается автоматически, мы сделаем это без выделения зубов, то есть уже сейчас на этом этапе мы просто должны нажать кнопку «Оптимизировать контакты», и программа сейчас автоматически скорректирует положение сканов, обычно этой нижней челюсти, относительно верхнего, таким образом, чтобы эти контакты из пенетрирующих, из супраконтактов превратились в точечные касательные контакты, что, собственно, и соответствует тому, что мы имеем в полости рта. Здесь есть такая кнопка «Удалить материал», потому что зачастую, очень часто бывает при глубоком прикусе, есть контакт, например, на десневом сосочке или за буграми там, седьмых-восьмых зубов, касание слизистой. И в этом случае функция оптимизировать контакты будет работать неверно, потому что она будет принимать эти контакты, как будто бы это контакты на зубах. А на самом деле на слизистой контакты, они податливы, поэтому мы можем воспользоваться кнопкой «Удалить материал», удаляем этот контакт, это пятно контакта на слизистой и повторяем
работу кнопки "Оптимизировать контакты". И так до тех пор, пока на слизистой не будет никаких